Неделю назад в Соединенных Штатах произошла национальная трагедия. Умер президент Дональд Трамп. Умер он, конечно, не по-настоящему, иначе вы бы уже были в курсе. Дональд Трамп умер в интернете, в надеждах и мечтах людей, которые его смерти очень ждут. Поговорим сегодня о том, как в Америке избиратели-демократы познали ту же степень отчаяния, что и оппозиционные россияне. Почему Трампа записали в покойники? Зачем это сделали? И что происходящее говорит о состоянии политической оппозиции? Перед тем, как начнем, напомню, в описании наша инструкция по обходу блокировок, чтобы WhatsApp и YouTube не тормозили в России. Мы регулярно ее обновляем, а спонсирует все это дело MaxSwap. Они выпускают виртуальные карты, с которых вы можете тратить крипту, как обычные деньги. Ссылка на MaxSwap в описании. Да, сегодня мы в необычной студии, как видите. Меня опять старая оппозиция всем твиттером вытащила на дождь, на дебаты. Не знаю, по-моему, вышло странновато там, но хоть на лодочке покатаемся. К ролику. Началось все не с какого-то конкретного события. Слухи о смерти Трампа поползли из-за того, что он 6 дней не появлялся на публике. Его официальное расписание также было пустым. 6 дней – самое долгое отсутствие Трампа за его нынешний президентский срок. Более того, Трамп, как мы знаем, внимание очень любит. Сколько бы он ни говорил, что в прессе одни подонки, общаться с журналистами он обожает. При любой возможности болтает со СМИ, названивает в эфир Fox News и активно твитит. И ничего подобного не происходило аж 6 дней. Не твитил. Ну и понеслось. Изначально посты были о том, что Трамп наверняка умер. И затем, как всегда бывает в конспирологии, начался активный поиск доказательств. Сначала достали 2 фотографии Трампа, опубликованные за время его отсутствия. Президент там действительно выглядел не очень. Но серьезно, кто же из нас плохо не получался на фотографиях? Затем твиттерские аналитики стали изучать перекрытие дорог вокруг Вашингтона и заметили: закрыты подъезды к госпиталю Уолтер Рид, больнице, которая отвечает за здоровье президента. Что, естественно, означало, что Трамп сейчас прямо там и лежит, готовится отбыть в президентское чистилище. Затем вспомнили про еще один высоконаучный метод – пицца-индекс Пентагона. Дело в том, что Google карты показывают загруженность заведений, например, когда она выше обычного, сильно выше обычного. И кто-то заметил, когда у пиццерии вокруг Пентагона много заказов, значит, Америка сейчас чем-то куда-то бахнет. Так вот, сейчас тоже полезли проверять пиццерии, и на тебе, аншлаг. Ну все, значит, Трамп точно умер, правительство готовится. Стоит отметить, одна реальная причина волноваться за здоровье Трампа есть. У Трампа на руках появились синяки, которые он замазывает косметикой. Из-за чего они появились, никто не знает, но есть теория, что ему ставят регулярные капельницы. При этом врачи по указанию Трампа в своих публичных заявлениях утверждают: президент, мол, здоров как слоняра, может пробежать марафон и будет жить еще 100 лет. Последнее не очень вероятно, Трампу 79, выглядит он на свои годы со всеми возрастными признаками. Да и вообще, Америка только что прошла через травматичный экспириенс старения президента Джо Байдена. Никто в идеальное здоровье Трампа не верит. Короче, в течение нескольких дней множество людей, от обывателей до лидеров мнений, рассуждали, мертв ли Трамп, и если мертв, то насколько сильно. Готовились, что президентом станет вице-президент Джей Ди Венс. Клепали мемы, шутили шутки и мониторили ситуацию. Сотни американских профессоров Найтингейлов постили тысячи твитов о том, что настоящий Трамп мертв и лежит в холодильнике под скалистыми горами, пока в подвалах ЦРУ вовсю готовят двойника. А потом Белый дом назначил пресс-конференцию. Естественно, все подумали, что и правда мертв. Сейчас выйдут Джей Ди Венс и Марко Рубио и печальным тоном объявят: в стране траур, верховный главнокомандующий скончался. Но тут выходит Дональд Трамп, живой и, похоже, настоящий, и торжественно уведомляет нацию, что перенес штаб-квартиру космических сил США из штата Колорадо в Алабаму. На той же пресс-конференции Трампа спросили, что он думает про то, что он умер. Он ответил, что, мол, не в курсе и вообще играл в гольф. Получается, интернет просто на пустом месте сошел с ума и придумал себе смерть президента. Что, в общем-то, довольно смешно, но сигнализирует о важном и серьезном, о проблемах у американской оппозиции, то есть у демократической партии. Поговорим подробнее об этой проблеме после небольшой рекламы.
США исторически страна иммигрантов и страна возможностей. Даже в начале 20 века, когда правительство сильно ограничивало число мигрантов и вводило квоты, даже тогда США охотно принимали высококвалифицированных специалистов и талантливых ученых. Таким легальным мигрантам в США всегда были рады при любой власти. Принимают их и сейчас. Если вы думали переехать в США, обратитесь в компанию «Мигратор». Вы можете проконсультироваться у них совершенно бесплатно и узнать, какие визовые программы подойдут именно вам. «Мигратор» уже 15 лет помогает специалистам, предпринимателям, инвесторам и талантливым людям получить визу. Для талантливых людей, блогеров, спортсменов, стендаперов, фотографов «Мигратор» также предлагает пиар-поддержку. Если у вас не хватает доказательств для визы таланта, то есть сильная команда пиар-специалистов, которая докрутит ваш кейс с помощью инструментов маркетинга и увеличит ваши шансы. На консультации специалисты «Мигратора» сразу честно скажут, есть у вас шансы получить визу США или нет. Приукрашивать реальность, чтобы продать свои услуги, они не станут, ведь в договоре будет прописана гарантия результата, а значит, если вам не одобрят петицию на визу, то компания вернет деньги в полном объеме. Такое случается редко, у «Мигратора» успешных кейсов 95%. Все потому, что кейсами занимаются опытные адвокаты с лицензией США и стажем от 15 лет. Среди них немало русскоязычных, а это огромный плюс. Не возникает недопонимания при обсуждении бюрократических тонкостей. Записывайтесь на бесплатную консультацию по ссылке в описании, чтобы оценить свои шансы на переезд в США. Не недооценивайте себя и свои заслуги, просто попробуйте. И переезжайте без стресса и с комфортом. Продолжаем. Когда люди в политике начинают мечтать, что их главный противник просто умрет, это признак бессилия. Или ощущение бессилия. Нам, россиянам, это хорошо знакомо. То и дело в соцсетях всплывает любимая тема. Путин умер. Прям как Трамп. Не появлялся на публике несколько дней. Значит, либо мертв, либо в реанимации. Новости про отсутствие Путина разгоняют не только граждане. СМИ тоже внимательно следят за его перемещениями. Выискивают снятые заранее консервы, пишут статьи и посты о том, куда пропал президент. Что уж говорить о конспирологах. Некоторые представители этого, скажем так, экспертного класса целую карьеру на таких сценариях делают. Генерал СВР, полковник МВД и лейтенант Соловей дают интервью с прогнозами о том, что будет после смерти Путина, который уже лежит в холодильнике в секретном бункере. Недавно даже двойник уж помирать стал. А будет, конечно же, крах режима. В этом и смысл всех этих фантазий. Оппозиция в России на данный момент бессильна, да и до войны была не особо влиятельна. А людям хочется помечтать, мол, появится некая волшебная сила и сразу решит все политические проблемы. То же произошло и в Америке. Демократы без конца ругают правых конспирологов и, разумеется, за дело. Но кто написал 4 миллиона твитов про смерть Трампа? Демократы в Америке сейчас в незавидном положении. В прошлом году Байден с треском провалил дебаты и снялся с выборов. Заменившая его Камала Харрис, несмотря на все усилия, выборы разгромно проиграла. Конгресс потерян, в Верховном суде консерваторы. Трамп на кусочки разносит федеральное правительство, и никто его не сдерживает. А высшие чины заняты запретительством вакцин и переименованием Министерства обороны в Министерство войны. Более того, проиграна культурная война. Зумеры массово поправили, права трансгендеров больше никого не волнуют, а главное, быть демократом стало попросту не круто. В такой ситуации истощенные и уставшие демократы мечтают, чтобы все раз и стало хорошо. Чтобы Трамп умер, чтобы на него нашли компромат, чтобы импичмент ему объявили. С реальностью все эти чаяния могут не иметь ни малейшей связи, но думать об этом им приятно. Потому и думают. Отличие от американской ситуации от российской в том, что американские демократы не так уж и бессильны. Просто ощущают себя таковыми. Сейчас большинство политиков и избирателей предпочитают строчить фанфики про смерть Трампа, а не что-то делать. Но есть и исключения. Прямо сейчас в США разворачивается скандал с джерримендерингом. Если коротко, это когда рисуют избирательные округа так, чтобы помочь своим. Делается это двумя простыми методами. Они называются крэкинг и пэкинг. Крэкинг — это когда ты рассовываешь избирателей оппонентов по нескольким разным округам так, чтобы ни в одном из них оппонентов не хватило для их победы. В России такое проворачивают в некоторых регионах на выборах в Госдуму. Есть столица региона, крупный город, где сидят самые отпетые либералы, которые только и ждут, как бы прокатить единоросса.
Но столицу делят между несколькими округами, в каждом из которых еще добавляют огромный кусок области. Попробуй избери кого-нибудь теперь. Ну а Пекинг — это наоборот. Всех оппонентов скомпоновывают в один округ, где одного депутата-то изберут с 95% голосов. Но зато в соседних округах победят какие надо кандидаты. Так вот, джерримендеринг в Америке практикуется с настоящей любовью к делу. Причем занимаются им обе партии. У кого большинство в парламенте штата, тот карты округов и рисует. Но какие-то нормы приличия все-таки пытаются сохранить. Например, менять карты можно только раз в 10 лет, после каждой переписи населения. Вот провели перепись в 2020 году. В 2021 штаты нарисовали новые округа, и с 22 по 30 Конгресс избирают по этим картам. Но не в этот раз. Республиканцы в штате Техас приняли волевое решение переделать карты прямо сейчас, посреди десятилетия. Потому что, чё-то, мол, у нас тут много демократов избирается, больше нуля. Идею эту им подсказали из Белого дома, потому что там очень волнуются о предстоящих промежуточных выборах. У республиканцев в Палате представителей перевес всего в 7 голосов, а на промежуточных выборах избиратели практически всегда голосуют против партии президента. Так что выжить лишние мандаты при помощи джерримендеринга – идея для Трампа очень хорошая. Короче, в Техасе взяли под козырек и приняли в августе новые карты. Избирать конгрессменов по ним будут уже в 2026 году. Местные демократы, кстати, попытались это все сорвать. Уехали из штата, чтобы лишить палату кворума. По закону депутатов могут насильно доставить на голосование, но только в границах штата. Поэтому демократы дружно сели в самолет и улетели в Чикаго. Правда, ненадолго. Работать тоже надо, и семьи ждут. Нельзя же вечно сидеть в Чикаго. Подмога пришла с побережья Тихого океана. В Калифорнии сейчас на должности губернатора политик-демократ Гэвин Ньюсом. Он довольно известен, ведь Калифорния — это самый населенный штат Соединенных Штатов. Дом Голливуда и Кремниевой долины. Буквально 4-я экономика мира, если бы штат был независимой страной. Рай на земле. Солнце, пляжи, небоскребы, каналов разве что нет. Горы и рассадник американского либерализма. Ньюсом не то чтобы примечателен как идеолог, он уже отхватил за парочку-другую скандалов. Его страшно не любят республиканцы. Да и левые демократы от его центристских позиций не в восторге. И все же есть у него одна черта, которая привлекает внимание. Гэвин Ньюсом всем сердцем ненавидит республиканцев. И он решил пойти бодаться с республиканцами. Собрал митинг и заявил: а мы сделаем то же самое, что в Техасе. Краткое отступление. В Калифорнии джерримендеринга нет. Там хотят играть по правилам. Там с 2010 года округа рисуют не политики в парламенте, а специальная нейтральная комиссия. И вот, Ньюсом вынес на референдум предложение комиссию временно свернуть и принять карту округов, на которой многим республиканцам сделают либеральные округа. И пока-пока, Конгресс. При этом Ньюсом открыто говорит республиканцам: мы карты переделываем не ради себя, а потому что так делаете вы. Отмените свою новую карту, а мы отменим свою. Вот эта активность прибавила и популярности Ньюсому, и энтузиазма демократам. Правда, самая сознательная часть общественности тут же отреагировала. Вы что, мол, нельзя поступать так же, как они? Мы не мухлюем. Наша задача сидеть и ждать следующих выборов. Думаю, так, правда, не все. Кто-то вполне готов биться до победного. Одобрят ли избиратели идею Ньюсома о перерисовке округов, мы узнаем в ноябре. Ньюсом, кстати, не только предложил перерисовать округа. Он дал своим СММщикам полную свободу самовыражения. В итоге в Твиттере пресс-офиса Ньюсома начался плотный шитпостинг, в основном пародирующий Трампа. В одном из твитов Ньюсому предложили выдать Нобелевскую премию. В другом запостили обложку журнала Times с Ньюсомом в короне. Постят мемы Чад Верджин с Ньюсомом и республиканскими губернаторами. Все в лучших традициях Дональда Трампа пишется капслоком. И этот шитпостинг в Твиттере воспринимается как некоторое действие. Ведь даже на уровне официальных заявлений у демократов все совсем уныло. Лидеры партии в Конгрессе, Чак Шумер и Хакин Джеффрис, постят в интернет мрачные заявления на синем фоне о том, что Трамп угроза демократии, что они выражают всяческий протест и глубокую озабоченность. На этом фоне Ньюсом выглядит хотя бы человечно. Посадил стажеров, позволил им развлекаться и, получается, в разы живее, чем постная активность остальных. Это все, конечно, не просто так. Ньюсом явно метит в президенты в 2028-м. Ну и отлично. Хотят в президенты многие, а бороться с республиканцами пытаются единицы.
И даже когда партия в своей низшей точке за долгие годы, все равно можно не унывать и не тонуть в сладких грезах о Трампе в холодильнике, а как-то барахтаться и что-то делать, что и показывает Ньюсом. Вот такой сегодня взгляд из Амстердама на американскую политику. До завтра!